Маргарита Пасмор. Хочу писать портреты или хотя бы рисовать. Предлагают всегда делать автопортрет через зеркало. А я не могу себя рисовать. Несколько раз пробовал, очень дискомфортно себя чувствую. Все желание рисовать сразу пропадает. Модель заполучить тоже не получается. Как преодолеть нежелание рисовать себя? Ну, мы с Маргаритой хорошо знакомы, она живет в Сиэтле. Юру, супруга, может быть, его уговорить порисовать. Договариваться с комьюнити, чтобы модель все-таки как-то сообща заполучить. Может быть, такой вариант. Но вопрос все-таки, как преодолеть нежелание рисовать себя. Можно сочинять образы, например, один вариант. То есть разные одежды, разная подача, разное прочтение одного и того же образа, который найден благодаря одежде, например, или какому-то, ну вот как какой-то мысли. Я не знаю, кого-то изобразить. Не просто я сижу перед зеркалом, а я сижу в образе. Ну вот как артисты. Они же разные роли играют. По сути, задача такая же, как у Рембрандта. У него не хватало денег, насколько я знаю, чтобы заказывать модели. Он очень много сделал автопортретов. Графических, живописных. Начать нужно лучше с карандаша. Второе. Сосредоточиться предлагаю на том, что вы рисуете или пишете свет. Это просто форма, которую мы изучаем. Свет падает на эту форму, по-разному отражается от нее, и мы пишем или рисуем свет. Ну, если это светотеневой рисунок. Если конструктивный, то задача изучать форму. Какая она, какие повороты у нее, как сделать объем. Это совершенно другая задача. Она не связана с тем, что какая я себе не нравлюсь. Форма просто перед тобой, и все. И чем хорошо себя рисовать, не обманешь. Потому что вот похоже, не похоже, это раз. Но на первом месте это все-таки пластика формы. Ее нужно передать, ее нужно научиться рисовать. Рисовать нужно научиться объем. Потом можно, например, начать с того, что вы рисуете только губы, только нос, только глаза, только ухо, а потом уже соединять. Вот это тоже задача очень важная. То есть я предлагаю подход такой студенческий, с точки зрения изучения формы. Не того, что, ах, как я вот сделаю сейчас, или красиво, некрасиво получилось, а мы изучаем форму, прежде всего рисунок. А потом цвет накладываем на эту форму. И пишем, не рисуем, вот красками мы уже пишем форму, не рисуем. Это тоже момент такой очень важный, потому что очень многие в живописи рисуют. Рисуем мы карандаше или там, я не знаю, каким-то мягким материалом. А живопись все, забыли уже. Рисунок внутри, и мы лепим мазками эту форму, лепим, как падает свет. Татьяна Ф. Вячеслав, а у вас есть любимый цвет, который используете с особым удовольствием? Как вино, да, любимое вино. А вкусы, кстати, меняются. Сначала, например, глушишь водку, ну, по юности, да, а потом изменился вкус. На спирт переходишь, не разбавленный. Нет, я шучу. Конечно же, вино. А потом и это не хочется, например. Нормально. Так и здесь с краской. Мы пишем ситуацию. Кстати, Маргарита, пишем ситуацию. Если живопись касается там вот автопортрета, не просто еще свет пишем, а свет же падает еще окрест куда-то там на какие-то детали. Нужно найти у камина какое-то место, чтобы было интересно. И тогда мы пишем всю целиком ситуацию. Это тоже может помочь. Да, любимый цвет. Перескочила с одного вопроса на другой. Нету любимого цвета в ситуации. Есть разные цвета. Ты радуешься сочетанием цветов. И тут просто ты радуешься тому, что вообще есть краски на палитре. Любые. И ты из них радуешься замесу. Ну, нельзя, например, не любить картошку или не любить клубнику. Но сравнить их невозможно. Или там, я не знаю, чай, например, зеленый. Каждый продукт, каждая краска ждет своего часа, ждет своего замеса.
И в этом вся прелесть живописи, на мой взгляд. У меня нет любимого цвета. Уже в этот четверг, на следующей неделе, заезд на Академичку. Мы работаем там 3, 4 и 5 марта. Приглашаю на этот класс. Будет волшебно. Ольга Хлавчева, 827. Ну как так? Научиться это сложно. Ну, как говорят, сделаешь раз со 100, получится просто. Труд и чего-то там, терпение, труд, все перетрут. Нужно просто работать над этим. Поэтому приглашаю, собственно, на класс, на Академичку или в Ереван, в Армению. Там, кстати, будет много поездок. Присоединяйтесь еще. Могу взять 1-2 человек. Никто не обещал, что будет просто. Есть уроки в онлайн-школе, которые могут помочь разобраться с настройкой видения, с настройкой глаза. Речь-то идет о видении, не о том, чтобы перенять те или иные приемы. Научиться видеть, вы сохраните свой стиль, будете писать, как вам, сохраняя свои предпочтения. А вот видение кардинально изменит понимание живописи и просто будет сразу получаться. Прорывы происходят прямо в первый же день на моих классах. Ну, тому есть примеры, почитайте отзывы на сайте.
В конце ролика я предлагаю посмотреть видео 224 «Писать свет. Живопись в процессе». Посмотрите, как писался натюрморт.